продолжительная, но очень красивая поездка по северным красотам Черногории. Что мы с вами сегодня посмотрим? Сразу за Подгорицей, как только мы выйдем из Подгорицы, у нас начнется каньон реки Мороч. Там мы сделаем несколько остановочек в красивых и очень красивых местах. Другие нам не нужны. Их, собственно, и нет, наверное. Посетим монастырь Мороча. Очень старый православный мужской монастырь. Основанный еще в далеком 13 веке. Ну, об этом будет там сказано несколько слов, когда мы, собственно, приедем. Дальше у нас с вами каньон реки Тара. Мы там тоже несколько раз остановимся на очень красивых точках. Посмотрим на мост Джурджевича, который, собственно, через этот каньон переброшен. И жемчужиной нашего, собственно, путешествия является Черное озеро в национальном парке Дурмитр. Одно из самых красивых озер Черногории. Их тоже много красивых, но это одно из топовых, одно из красивых. Значит, как бы по программе вкратце так. Что мы еще решили? Обед у нас будет, наверное, на Черном озере, скорее всего. Если вы до этого не проголодаетесь сильно. То есть он будет на Черном озере. Там неплохой ресторан, повторюсь, и чудесный вид. Да, обед это очень важно. Обед это очень Первое, важно. второе, третье, компот. И компот. Все Да. там вот как индивидуально, как кто захочет, кто с компотом, кто без. Вот. Компот, собственно, можно и раньше купить. Мы это тоже обсуждали, потому что заправки работают. Там компота сортов 20, и светлый, и темный компот любой. И полусладкий, но в основном сухие. Компоты здесь пользуются наибольшей популярностью. Что еще? Сделаем кофе-брейк часа через 1,5, я так думаю. Если вы не против. Что касается санитарных пауз. Вот у меня она была недавно. Не знаю, как у остальных. Остальным я предлагал. Пока не согласились. Да, честно предлагал. Поэтому будут у нас остановочки. Например, в монастыре Мороча там есть прекрасный туалет. Живописный, там, собственно, до него можно, собственно, и доехать. Отлично, друзья, мы будем с вами наблюдать живописный туалет, это уже радует. Уже кстати, радует, да. В общем и целом, вкратце все, что я хотел сказать. Кофе мы попьем с красивым видом, где-то часа через 1,5, повторюсь. Подгорица, она же Подгорица в простонародье, да, просто те, кто говорят на русском и на украинском, да, лучше пристегнуться, потому что иначе штраф в районе 30-50 евро вам обеспечен, причем за ремень платит сам пострадавший. Водитель не имеет никакого отношения. Так, девушки тоже, я вам буду примерно говорить, да, там, пристегнитесь, пожалуйста, потому что может стоять полиция. Если вы цените свою жизнь и здоровье, то можно прямо сделать это сейчас. Если вам некомфортно, то, я допускаю, что можно пока поехать так. Так, а сейчас мы едем, вот этот путь у нас, если мы будем ехать все время прямо-прямо, то мы доедем до Белграда. Я, пожалуй, вот так вот. Да. Вот При желании. Да. Отлично. На тот самый знаменитый автопуть, про который я уже тут говорил. Это знаменитая черногорская стройка, длиной в 7 лет, ровесница, это стройка-ровесница моего пребывания в Черногории. Это сейчас открыли всего лишь часть от запланированного, участок длиной 42 километра от Подгорицы, примерно до Калашина. Калашин — это горнолыжный курорт. И он серьезно, вот этот автопуть, он серьезно экономит ваше время. До Калашина минут за 25 говорили, что можно. Я не проверял пока, но говорят, что минут за 25 до Калашина уже можно домчаться. Вот эта дорога, которой мы едем, она тоже идет в ту же сторону. Скажу больше, она идет до Белграда. Это дорога Бар-Белград. Она идет в Сербию. Вот, но она уже морально и физически устарела. Она узкая, она идет по каньону реки Морочи. Кстати, вот Морочи, она слева ее сейчас можно наблюдать. Естественно, вот железнодорожные пути. Вот железнодорожные пути. По ним
Я ездил Да, в Белград. по ним тоже можно добраться прекрасно в Белград на чудесном поезде. О нем тоже несколько слов скажу чуть попозже. Я целый обзор снял про этот поезд, когда ездил. Отличный. То есть ты поделишься даже впечатлениями своими, как тебе Здесь уже ехалось. горы красивые. Да, а вот эта автодорога скоростная, она должна соединить южную часть Сербии, собственно, с побережьем Черногории. Называется она полностью Бар-Больяре. Больяре — это населенный пункт приграничный. Вот. Но пока из этого Бар-Больяре построили только среднюю часть, строили 7 лет. Строили китайцы. Дело в том, что Китай дал, относительно на выгодных, как тогда казалось, условиях, миллиардный кредит. И одним из условий этого кредита было то, что работы будут выполнять китайский еще накануне пандемии, еще в конце 2019 года. Но там что-то помешалось, потом пандемия 2 года, теперь война. Но поскольку тут очередные выборы, я так понимаю, наконец-то уже решили все-таки открыть этот участок. Всякой городской инфраструктуры, новые площади, несколько детских площадок, большое количество лавочек, урн поставили для черногорских городов. Наличие урн — это определенная проблема, потому что, что там греха таить, тут каждый второй курящий человек. И если нет поблизости урны, каждый второй из этого каждого второго будет бросать просто. Я на днях был в баре там по делам и как раз это увидел, как сделали площадь. Это очень красиво, да, очень хорошо. Святого Владимира замечательная вышла, и прям для города бар это. Я надеюсь, что вот это здание югославское, которое там не снесут все-таки, как там такими сотами как-то построено. Да, вот если вы были в баре, возможно, вы видели. Там у нас есть на главной площади комплекс сооружений, похожий на 3 летающие тарелки. Такие они прям. Тогда эпоха освоения космоса была, скажем, с опозданием дошла до Югославии, тем не менее. Тогда космическая тема была прям в большой чести. И построили этот торговый центр, назывался он Робна Куча, как, не знаю, как в советское время назывались универмаги, например, универсальный магазин. Комплекс. Короче, это все уже давно устарело, оно выглядит так себе, но если его привести в какой-то порядок, то есть здание интересное. Конечно, шикарно. Это практически памятник архитектуры. Абсолютно верно, да. Это такой, как там, даже стиль такой назывался. Конструктивизм. Конструктивизм или как-то по-другому. Брутализм. Тем не менее. То есть его нужно привести в порядок и, собственно, хорошо там сделать какой-то световой, подсветочку, там покрасить заново, облицевать или что-то. То есть привести его в порядок, и будет крутое здание. Так, друзья, у нас первая остановка на красоте. Правда, немножечко портит картину мусор, когда выходим, да? Это стандартно, поэтому вниз смотреть мы не будем.
Так, что мы тут можем увидеть? Надо куда-то пройти. Как всегда. В Черногории очень часто большинство красивых мест, они нелегко доступны. Да, и Надо на немножечко автобусе подъехать, сюда не доедешь. Ну, хотя на самом деле на черногорских автобусах можно там водителя попросить: остановите, пожалуйста, вот где-нибудь вот здесь, вот за этим, возле вот этого красивого дуба, и тебя с удовольствием остановят. Вот, и выйдешь, и если ты знаешь, конечно, куда ты идешь. Ну да, всегда куда идти. Да. Вон, смотри. Владимир. Так, и мы по какой-то тропинке выходим, и что мы видим? Боже мой, как красиво. Здесь вот надо аккуратненько, смотрите, как можно туда свалиться на этих камушках. Нос, крупный носа, ушко, растительность какая-то на голове. Даже брови, да, бровный пик. Водичка прозрачная, бирюзовая. Если бы было солнышко, она была ярче. В Черногории есть такое. Просто природа солнца, это солнце выглядит по-разному. И так красиво. По поводу цвета воды. Почему такая вода? Это определенный состав глаз. Ну, друзья, это очень красиво. Такая вот у нас первая остановка. Воздух здесь, конечно, потрясающий. Это вот буквально сколько мы тут километров отъехали от Подгорицы, совсем чуть-чуть. Вот такие цветочки здесь растут. О, какое поле! Представляете, вот здесь купить вот этот участок земли весь, и вот там вот построить такую красивую себе виллу, низенькую, одноэтажную, с панорамными стеклами. Вишенечка. Вот такая вот. Желательно. Ну да, да, мало ли трогать. что она. Красивая. Нет, ребенок когда-то потрогал пушистую гусеницу, потом выделил. Еще один вид. И едем дальше. Следующая остановка, друзья, и нас ожидает какой-то интересный экстремальный мостик. Сейчас мы его увидим. Смотрите, здесь построили такую будочку, ларечек, кафешечку. И в туристический сезон здесь вход платный. То есть они просто берут деньги за проход к этому мостику. По 2 евро. Люди делают деньги по 2 евро с человека. Вот здесь вот такая вот, что это, столик, лавочка. Так, давайте я первый, Владимир, если вы не против. Да-да. Мост этот непростой. Вот куда они делись, я кому рассказывал? Они впечатлились эффектом кафешечки и решили сфотографировать. Нет, тут
летом все по-другому выглядит. Ну, понятно, Собачка, да. аттракцион, туристическим аттракционом он стал относительно недавно. Пока его не выложил кто-то из блогеров, вот, сюда начали ездить люди. Когда-то это была единственная дорога для жителей с поселка. Вот там, где белое поле, вот там, там чуть-чуть ближе к горе есть там до десятка домиков. То есть там было маленькое поселение. И когда-то вот этот мост, это была единственная дорога вот сюда, на большой континент. Лет 5 назад им сделали дорогу, пробили, короче, у них есть другой путь. И это просто осталось как пешеходная часть. А раньше они им только пользовались для того, чтобы туда добраться, к дороге. Когда-то он был выслан деревом, то есть пол был деревянный. Но несколько лет назад в каньоне был очень сильный ветер, такой сильный, что мост крутануло вокруг своей оси. Деревяхи нафиг попадали, конструкции. И они, жители этого села, потихоньку его сами начали восстанавливать. То есть теперь они не стали дерево устилать, они сделали его прозрачным, чтобы не было парусника. Так, поэтому, подождите, я подожду. Мы пойдем чуть дальше, только идти нужно по канату. По канату, ребят. По канату. А фотографии Всех выдержит разом. Ребята, ну будет, как вот это буквально недавно показывали, оборвался. Кстати, да. Еще попадешь. Я сказала, вовремя. Все на мосту, да. Да, слушай, Саша, я от тебя такого экстрима не ожидала. Как так? Ого, качается. Я, наверное, даже думаю, есть ли смысл идти дальше. Нет, просто когда ты стоишь на все, значит, каждый идет. Ну, довольно стрёмно. Ой, все качается. Вот такое вот развлечение, друзья. Вне сезон абсолютно бесплатное. Так, ну, пожалуй, достаточно. Где он сидел и как он нас увидел? Так, а вот идет какой-то дяденька, который явно хочет с нас взять по 2 евро за прогулку по этому мосту. Сейчас. Нужно просто поздороваться хочет. Знать, откуда мы. Саша, на Черногорск. Пусть принимает нас и себя. Говорят, еще один вид тут есть интересный. Вот такая площадочка.
у нас следующая остановка? Следующая остановка тоже в красивом месте. Там будет смотровая. Там, где каньон становится максимально узким. Сейчас он широкий. Вот. А вот там, где мы остановимся, он будет узенький. И прям такое место, куда солнечные лучи проникают очень небольшое, непродолжительное количество времени сзади. И там достаточно прохладно и важно. Такое шикарное место, друзья. Я его видел только на фотографиях. Речку почти не видно. Внизу она там. Какое-то местечко для продажи чего-то, тоже в туристический сезон. Ну, и я на фоне всей этой красоты